Сегодня готовим вкуснейший шоколадный торт без муки за считанные минуты. Посмотрите, какой он нежный, нож идет словно по маслу, а во рту торт буквально тает. Начнем с приготовления коржей. Нам понадобится 5 яиц. Аккуратно отделим белки от желтков. Это важно, чтобы торт получился воздушным и легким, так как ни разрыхлитель, ни соду мы добавлять не будем. Далее подготовим сухие ингредиенты. Смешаем 60 грамм какао и 30 грамм картофельного крахмала. Все это тщательно перемешаем и отставим пока в сторону. К белкам добавим щепотку соли и на невысокой скорости взобьем до легкой пены. Венчики должны быть абсолютно чистыми и сухими. Желательно, чтобы белки были комнатной температуры. После образования пены небольшими порциями введем 180 грамм сахара, постепенно увеличив скорость взбивания до максимальной. Следите за тем, чтобы сахар полностью растворился. Для этого можно перетереть каплю массы между пальцами. Она должна быть гладкой и без крупинок. Белки по итогу должны быть глянцевыми и образовывать клювики, которые не падают. Теперь по одному добавим яичные желтки и на невысокой скорости перемешаем до однородного состояния. Масса должна быть пышной, гладкой, блестящей и оставлять след от венчика на поверхности. Далее частями добавим сухие ингредиенты. Каждый раз аккуратно перемешивая движениями снизу вверх, чтобы тесто оставалось воздушным. По этому рецепту бисквит получается очень нежным. Здесь важно подсыпать сухие ингредиенты небольшими порциями. Какао лучше брать качественное. Готовое тесто выливаем в форму размером 36 на 26 сантиметров и аккуратно разравниваем. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 200 градусов 8-10 минут. Первые 8 минут духовку не открывайте. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить из бисквита сухой. Дайте ему постоять 5-10 минут в форме, после чего перевернем его на решетку и дадим полностью остыть. Снимем бумагу, обрежем края, они нам пригодятся для посыпки торта. Бисквит очень вкусный и безумно ароматный. Разделим его на 2 части и каждую часть разрежем еще на 2 слоя. Это удобно сделать тонким длинным ножом. Приготовим крем. Возьмем 500 грамм охлажденного маскарпоне, можно домашнюю сметану или магазинную, отвешенную через марлю. Взобьем до пышного состояния. Если вы не уверены в сметане, можете ее не взбивать, а просто все перемешать ложкой. У меня все взбилось. Добавим половину банки 180-200 мл охлажденного сгущенного молока и 10 грамм ванильного сахара. Взбиваем в 2-3 минуты до воздушного и стабильного крема. Крем получается устойчивый, нежный
и невероятно вкусный. Каждый слой пропитываем заварным или растворимым кофе или сиропом, молоком. Если не для детей, можете добавить немного коньяка. Аккуратно перемажем. На каждый слой используем примерно 150 грамм крема. Остаток для украшения торта. Теперь покрываем кремом верх и бока торта. Бока посыпаем крошкой, а оставшийся крем перекладываем в кондитерский мешок и украшаем верх торта. Если вы готовите будничный вариант, можете этого не делать, а просто покрыть весь торт крошкой. Это один из моих самых любимых тортов. Он, правда, очень вкусный. Напишите в комментариях, какие торты любите вы. Посмотрите, какой он нежный. Просто волшебство. Обязательно приготовьте его, не пожалеете. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь своими впечатлениями. А я прощаюсь с вами. Всем пока!